Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки. Такие вот веселые следки у меня будут. Связаны полностью спицами. Все лицевыми петлями. Вверху резинка 1 на 1. Вязать я буду спицами номер 2,5. 3 цвета пряжи у меня. Значит, пряжа в 100 граммах 240 метров. Это турецкий акрил. Специально для следочков. Вы можете вязать любой подходящей пряжей. Если метраж близко подходит к моему, то мои расчеты вам подойдут. Значит, они у меня проходят на размер 38, 39, 40 подойдут. На 38 будем регулировать длину. И по ширине, по подошве на пару петель можно провязать ниже. Также вот смотрите, значит, сейчас сразу вам еще один вариант в разных цветах. Можно вязать вот у меня вот эти вот кубики состоят 4 петли и 6 рядов в высоту. А вот эти вот кубики 3 петли и 4 ряда в высоту. Поэтому можно и так вязать, и так вязать. Здесь побольше получились клеточки такие, здесь поменьше. Ну и любые цвета, конечно, можете подбирать. Так, вот такие вот. На ножке сидят хорошо, все примерила. Все отлично, удобные. Нигде ничего не слазит. Вот такая вот модель. Так, перехожу к вязанию. Вязать я начну с мыска. Сейчас вот основным цветом у меня голубой. Наберу 14 петель. Буду расширять в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда, прибавлять по одной петле. Всего я расширю, у меня будет 34 петли. У меня, значит, задумка была такая, чтобы вот эта вот часть доходила вот до самого низа, до подошвы. Потом здесь вот 3 ряда я обвязала, сделала, провязала подошву и закончила задником. А после мыска провязала боковые стороны, а потом уже перешла к подошве. Значит, 14 петель, сделала расчет, так как у меня кубики по 4 петли. И вот здесь начинается с 2 петель, да. А вот если набирать по 3 петельки, тогда наберем 13 петель. И вот как раз совпадает. Это у меня размер 37-38. Если большой размер, можно даже 15 петель вначале набрать. Опять же, ориентируйтесь по пряже. Метраж вроде бы у меня 240 и 250, но вот 240 метров, а это 250, и они вышли намного больше, могу сказать, хотя разница небольшая. Значит, сейчас рассказываю по вот этим вот голубым, как я буду вязать их. Отвязанные детали в процессе вязания буду измерять в сантиметрах. Значит, на спицу номер 2,5 сейчас набираю 14 петель, провяжем мысок, потом будем вязать узор. Так, обычным способом набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязываю мысок. Все вяжу лицевыми петлями, платочной вязкой. Первую петлю я тоже провяжу. Значит, провязываем все набранные петли лицевыми. Это у нас получается изнаночная сторона. А по лицевой стороне мы будем делать прибавки в начале и в конце ряда. Так, довязала до конца, кромочную провязала изнаночной, перешла на лицевую сторону. Первую провязываю, первую снимаю, вторую провязала. Прибавку делаем то ли накидом, то ли вот в этот раз я решила вот из петли поднимаю, из нее буду делать прибавку. Вот одну прибавила. Они тогда вообще так незаметные получаются прибавки. Теперь довязываем до конца. Останется 2 петли, и также я сделаю одну петлю, добавлю. Так буду добавлять в каждом лицевом ряду по лицевой стороне. Так, осталось 2 петли у меня. Вот здесь нижнюю дужку я поднимаю. Из нее одну петлю прибавила, провязала. Предпоследняя лицевая, и кромочную провязала изнаночной. Перешла на изнаночную сторону. Все провязываю лицевыми, без изменений по изнаночной стороне. А по лицевой стороне делаем прибавки. Вяжем. Так, провязали, расширили мысок.
по лицевой стороне добавляли петли, расширили. На спице у меня 34 петли. По изнаночным вот этим вот дорожкам, если посчитать, 11 изнаночных дорожек. Далее я перехожу к узору. Значит, как я уже говорила ранее, сколько это у меня, господи, 4 петли, 4 белых, 4 синих, 4 белых, 4 синих и 6 рядов в высоту. Далее меняю цвет и опять вяжу теперь белым с розовым. Чередуем. Так, сейчас по изнаночной стороне я сразу подвязываю белый цвет и последнюю кромочную сразу провяжу белым. Теперь перешли на лицевую сторону. Давайте я вам замерю сразу мысок по просьбам трудящихся, чтобы в начале и в конце замеряли. Смотрите, вот в начале он у меня, сколько здесь, да, чуть больше 4 сантиметров, 4,5. И здесь 9,5, почти 10. 9,5, чуть больше. Ну, чуть-чуть подтянули, 10 получилось. И высоту он у меня 4 сантиметра. Так, далее переходим к узору. Вместе с кромочной 3 петли белым цветом. 1, 2, 3. Я кромочную подвязала сразу белым. Далее 4 петли основным цветом, синим у меня, голубым. Все вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4. Далее 4 петли белым. Далее вяжем 4, 4, 4, 4. Нить протягиваю все время в одном направлении. То ли с-под низу, то ли сверху. Я с-под низу протягиваю. Значит, вот здесь вот немножечко подтягиваем, чтобы не было сильно затянуто. Провязываю 4 белым и опять 4 голубым. Провязала, нити перебросила, опять подтянули. И так вяжем до конца ряда. И в конце ряда у нас также будет вместе с кромочной 3 петли белым. Провязали 4 голубым. Теперь опять 4 белым повторяем. Так довязываем ряд до конца. Подтянули. Так, довязали ряд до конца. В конце вот у меня 3 белых петли. Кромочную провязываю изнаночной. Все провязали. Перешли на изнаночную сторону. Изнаночную сторону мы вяжем по узору. Каждый цвет над своим цветом без изменений. Вязать очень просто, легко. Они у меня очень быстро связались. Вот прям хочется сесть и разных цветов еще навязать несколько пар. Так, белым цветом провязали. Теперь нити перебрасываем. Перекрещиваем их, подтягиваем. Теперь следующий цвет у нас голубой. 4 петли. Провязываем. 4 голубым. Далее, что у нас по узору? Опять 4 белым провязываем. И так до конца ряда изнанку вяжем по узору. Значит, сейчас мы так провяжем все по узору, по лицевой, по изнаночной стороне. 6 рядов в высоту. Вот у нас был первый, теперь второй. Опять у нас третий по лицевой стороне, четвертый, пятый по лицевой, шестой будет по изнанке. А уже на лицевой стороне следующий 7 ряд мы будем менять цвета. Значит, довязываем до конца. Нити перебрасываем все в одном направлении, то ли сверху, то ли снизу. Подтягиваем, чтобы узор не затягивался. Довязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца. Так, это мы первый, второй закончили по изнаночной стороне. Теперь 4 ряда. Далее провязываем самостоятельно, без изменений. Все вяжем по узору лицевыми петлями. Первую петлю снимаем. Следующие у нас вот здесь идут 2 белых в начале. Провязали. Это у нас первый, второй, третий ряд получается. Всего будет 6. Далее нити перебросили. Теперь провязываем 4 петли голубым цветом. Провязали. Опять нити перебросили, подтянули. Подтянули, чтобы не было затянуто сильно. Платочную вязку, нитки, петли не вытягиваем. Вяжем поплотнее, чтобы кубики были у нас не растянутые, а выглядели красиво. Так, опять у нас голубой цвет, 4 петли провязали. Далее перебросила нити, белый теперь у меня. Опять 4 петли провязали. Все повторяется без изменений. Значит,
Провяжу сейчас 6 рядов, к вам вернусь, поменяем цвет и будем вязать дальше. Все здесь очень просто. Ой, ниточка запуталась. Уф. Так, провязываем 6 рядов. Так, провязала я высоту 6 рядов. 1, 2, 3. Вот такие 3 изнаночных дорожки получилось. Теперь подвязала розовый цвет, любой контрастный цвет подходящий, чтобы хорошо сочетались. И далее продолжаю вязать теперь розовым и белым. Провяжу сейчас розовым и белым кубики опять 6 рядов. И далее буду повторять с первого ряда. Опять у меня будут белые и голубые, точно так же, как я вязала вот эту вот первую очередь кубиков. Вот я их чередовала все. Всего высоту, сразу скажу, 1, 2, 3, 4, 5, да? 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз получается. Сейчас по рядам просчитаю. Так, далее вяжем розовым цветом. Опять все у нас лицевыми петлями. Кромочную снимаем. Следующие 2 петли я провязываю лицевыми розовым. Далее 4 петли белым. И далее чередую 4 петли розовым, 4 белым. Так буду вязать до конца ряда. 4 розовым, 4 белым. Довязываем так ряд до конца. 4 белым провязали, опять 4 розовым. Так, ниточки опять перебрасываем здесь. И в конце ряда у нас будет также 3 петли вместе с кромочной, как было в начале ряда. Довязали ряд до конца, кромочную провязала изнаночной, все, переходим на изнаночную сторону. Изнаночная сторона у нас по узору без изменений. Это мы первый ряд провязали, а теперь оставшиеся 5 рядов мы провязываем и по изнанке, и по лицу. Каждый цвет над своим цветом лицевыми петлями вяжем без изменений. Все, теперь у меня идет белый с розовым, нити перебросила. Вяжем, провяжем 6 рядов и опять будем вязать с другим цветом. Получается у нас вот как в шахматном порядке, видите, расположились. Всё, здесь даже рассказывать больше нечего. Каждый кубик вот 4 петли в ширину и 6 рядов в высоту. И цвета меняем. Любые цвета можно подставлять, можно вот и больше цветов поставить. Розовый, голубой, еще какой-нибудь там зеленый или желтый сунуть сюда. Так, ниточку перебрасываем. Теперь белый над белым, розовый над розовым, розовый над розовым, заговорилась. Так, опять нити перебросила, подтянула немножко. И так довязываю ряд до конца. Довязали до конца изнанку. Переходим на лицевую сторону. Продолжаем наше вязание. Опять каждый цвет над своим цветом. Первую петлю снимаем, следующие 2 я провязала розовым, опять ниточки здесь перебросили и продолжаем вязание. Значит, провяжем сейчас 6 рядов, далее у нас идет повтор вот с первого ряда. Высоту, сколько я провяжу высоту, начиная с самого начала от мыска. Так, с этим вроде бы все понятно, объяснила. Все, повтор. 6 рядов и 4 петли в ширину. Значит, вот с самого начала самого мыса и до разъема до верха 26 вот этих вот изнаночных дорожек. У меня было 11 здесь. 11 здесь было и 5 кубиков. В каждом кубике у меня по 3 изнаночных дорожки. 15 получается. Здесь 11, 26. 26 вот изнаночных рядов таких вот получилось. Да? Если размер большой, или хотите повыше, что было, можно на пару рядов провязать выше. Если маленький 36-37, на пару рядов провязать меньше. Ну, я сделала среднюю длину, думаю. Сейчас я довяжу мысок до конца, замерю его в сантиметрах и перейдем на боковые стороны. Значит, вяжем сейчас высоту мыска. У меня будет 5 раз узор. 1, 2, 3, 4, 5. 5 кубиков. 10 раз повторила одно и то же. Ну, я знаю, что
Не все слышат с первого раза, поэтому повторяю. Так, все, продолжаем вязать по узору. Розовый цвет закончим и перейдем опять, как вязали в самом начале, голубым цветом. Провязала я высоту 26 вот таких изнаночных дорожек. Далее перехожу, буду вязать боковые стороны. Сейчас что я сделала? Разъединила вязание по 15 петель у меня на каждой спице. И вот средние 4 петли я взяла на булавочку. Теперь на 15 петлях я продолжаю вязать боковую сторону. Давайте я вам замерю мыс еще раз. Вот теперь ширину вот здесь 11. Так, вот иди отсюда. И, и высота 11. Гаденыш такой, ну. Так, продолжаем вязание. У меня здесь идет как раз вот, закончила я на 5 кубике. Новый кубик розового цвета. Продолжаю вязание, провязываю все точно так же, только на 15 петлях. Первую снимаю, следующие 2 провязываем розовым цветом, лицевыми мы все вяжем. Далее белый цвет, провязываем 4 петли белым, 4 розовым, белым провязали, розовый подняли, провязываем 4 петли розовым, и так все 15 петель. Так, и последнюю петлю провяжу я здесь лицевой, кромочную лицевую здесь провязываю, развернулась на изнаночную сторону. Первую снимаем, оставшиеся петли провязываем точно так же, как мы вязали мысок. Подтянули здесь первую кромочную, чтобы не была растянутая. Далее провязываем каждый цвет над своим цветом. Продолжаем вязать по узору лицевыми петлями. Нити перебросили. Довязываю ряд до конца. И следующие 6 рядов, 5 рядов у нас осталось, да, нет, даже 4 ряда. Это первый, второй по изнаночной я провязала. 4 ряда сейчас довяжу и поменяю цвет. И опять буду продолжать вязать до пятки. Развернулись на лицевую сторону. Продолжаем вязать 15 петель. Вяжем длину до самой пятой. Все по узору. Значит, довяжем кубики розовые сейчас. Оставшиеся ряды довязываем. Потом переходим на новый цвет. В длину я провяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 раз 7 кубиков в моем варианте. И плюс 3 ряда вот синим цветом. Просто лицевыми я провязала. Значит, всего боковая часть у меня будет 24 изнаночных дорожки. Так. Да, 24 изнаночных вот таких ряда получится у меня. Это будет на размер у меня 39. На маленький 36-37 20 изнаночных вот таких вот рядов провязать. На 38 22. В общем, на каждый размер по 2 дорожки я бы увеличивала бы. Вот так вот 24 на 39. На 40 тоже пройдет. Хорошо не растягиваются. Но если уже больше размер, там уже 25 добавляем. Дело в том, что мы когда сейчас будем вязать подошву, в конце у меня здесь еще один ряд добавится. Я буду потом обвязывать. Вот так вот. Значит, сейчас я довяжу вот это вот до конца. Так, довязала я вот до конца розовым цветом первые 6 рядов кубиков. Далее меняю цвет. Теперь следующие. Опять мы повторяем, как вязали мыс. Точно так же провязываю боковую сторону. Ой, неправильно я цвет поменяла, подождите. Боковая часть у меня белым цветом идет.
Теперь кромочная, 2 лицевые. Опять далее у нас синий цвет у меня. Провязываю опять 4 петли синим и 6 рядов в высоту. Повтор узора идет 1, 2, 3, 4 провязала. Теперь следующий белым цветом. 1, 2, 3, 4 белым провязала. Нить поменяли, перебросили, подтянули оставшиеся петли, провязываю основным синим. Кромочную в этой части слитка боковой провязываю лицевой. Вот так вот все. Переходим на изнаночную сторону, вяжем по узору все лицевыми петлями. Провяжу сейчас вот эту вот длину до пятой. Последние 3, 4, 5 рядов, смотря как у вас там узор будет идти, можно провязать вот однотонным цветом, основным цветом. Вот так вот закончить. У меня 7 вот этих вот кубиков. Можно провязать 6 кубиков, а остальные ряды провязать основным цветом. То есть, значит, сейчас довяжу до конца, к вам вернусь. Опять это все замерю в сантиметрах. Провязали длину до пятки. При большом размере вот здесь вот в конце ряда можно добавить еще одну петельку. Будет тогда 16. На большой размер можно вот ближе к пятке еще одну вот перед кромочной прибавить. Значит, боковая часть в сантиметрах у меня сколько это вот 10 с половиной, да, в спокойном состоянии вот так вот, да, почти 11 вот боковушка. Теперь последний ряд закрываю петли. Первую снимаю, следующую петлю провязываю и предыдущую набрасываю. Сильно туго не затягивайте. Провязала и протянула через предыдущую петлю. Вот так вот я закрываю петли. Значит, на вопрос часто встречается: оставьте открытыми, можно не закрывать. Но вы можете не закрывать. Я закрываю. Почему? Потому что сейчас будет набор петель по краю. Вот 3 ряда будем провязывать. И боковая сторона, эти петли получаются закрытые. Здесь будут открытые, там будут закрытые. Нехорошо получается, некрасиво. Я уже пробовала так. Вы что думаете, что я не знаю такие методы? Знаю я все прекрасно, но если я закрываю, значит так лучше получается. Поэтому вот. А там ваше дело, можете не закрывать, если вам такой вариант подходит. Так, закрыли до конца, обрезали нить и переходим к вязанию второй половины. Так, подвязываю сюда опять белый цвет и розовый цвет. Подвяжу, значит, сейчас эти средние 4 петли у нас остались на спице. Продолжаем вязать узор. 15 петель, вторая половинка. Что у нас здесь? Повтор розовый ряд у нас сейчас будет идти. Первую петлю я провяжу. Кромочная. И что здесь у нас получилось? И 3 петли белых. Далее розовый цвет подвязываем и 4 петли розовым провязываем. Так, 4 розовым. Сразу вот этот вот хвостик можно заплести, вот так перебрасывать его вверх-вниз, вправо-влево. Далее 4 белым. Так, хвостик вниз. И последние 3 петли остались. Точно так же завязываем розовым цветом. Все. Сейчас провяжем 6 рядов розовым с белым. Потом опять перейдем на голубой с белым.
И будем чередовать, вяжем аналогично, точно так же, как мы вязали вот эту вот половину. Веселые какие. Маршмеллоу. Перешли на изнаночную сторону. Кромочную снимаем. Все провязываем по узору лицевыми. И в конце ряда кромочную провязываю изнаночной. Так, сейчас вяжем вторую половину. Довяжем, провяжем точно такую же длину. Закроем петли, но нить не обрезаем. Этой же нитью мы будем набирать петли по всему слитку. Так, перебросила ниточки, подтянула здесь. Ой, одну не довязала. Это я вязала по 3 петли, и я по привычке вот пропускаю одну. Так, довязываем. 4 розовым, 4 белым. Каждый цвет вяжем над своим цветом. Заканчиваем вторую боковую часть. Так, второй ряд провязали. Перешли на лицевую сторону. Провязываем 3, 4, 5, 6. И точно так же провязываем белым и голубым. Все, провяжем, я к вам вернусь. Закончили вязать вторую половину. Так, теперь смотрите, по всему слитку я сейчас наберу петли. Набирать буду на спицы, обвязывать номер 3. Подошву я также буду провязывать спицами номер 2,5. Обвязку вот эту вот у меня будет 1, 2, 3. Вот таких 3 изнаночных дорожки. То есть это получается по 6 рядов, да? Если считать лицевой изнаночный, 6 рядов. Обвяжу, а потом перейду к подошве. Так, сколько у меня здесь в длину получилось? Ну вот 21 сантиметр. В нерастянутом виде 21,5. Сейчас это еще все обвяжется, добавится. Значит, что теперь делаем? На спицы круговые. С помощью крючка я набираю петли. У меня по боковой стороне будет вот здесь вот до начала мыса 51 петля в моем варианте. Мыс у меня также 14 петель я наберу. Ну и точно так же здесь. Сейчас наберу петли и провяжу 6 рядов все лицевыми петлями. Так вот, петли закрыли. Первая петля на спице. Далее в самую первую вот под 2 дужки ввела крючок, захватила ниточку, набрала. И так по всему слитку набираем. Почему я набираю на спицу номер 3? Чтобы не был затянут вот этот вот верх. Лучше выкладывается тогда. Опять ввела крючок, захватила. Ну, если вы вяжете свободно, то можете также продолжать вязать на спицах 2,5. Я вяжу плотно, поэтому вот предпочитаю обвязывать спицами на пол номера больше. Опять захватила нить, набрала петлю. Значит, набираем петли, провяжем бортик, встретимся и будем вязать подошву. Закончила я обвязывать следок. 6 рядов я вот провязала. Теперь далее перехожу к вязанию подошвы. Подошву я начну на средних 12 петлях вязать. Значит, сейчас я вот эти вот петли до начала подошвы провязала все лицевыми. 52 петли у меня здесь. 51 подошва с 12 плюс еще одна, 52 у меня боковая часть. Значит, 12 петель подошвы я также провязала лицевыми. Всю подошву буду вязать платочной вязкой лицевыми петлями. И пятку тоже так же. Теперь провязали и разворачиваемся на изнаночную сторону. Продолжаем вязать из боковых петель, из боковых спиц я буду делать прибавки. В каждом ряду добавлять по одной петле, расширять подошву. Первую петлю я снимаю, следующие все остальные петли, то есть провязываю лицевыми до последней петли. Последнюю также провязываю лицевой. И с боковой спицы провяжем еще одну петлю. Так, провязываем. Провязали 2, 4, 6, 8, 10, 12. Одну добавили 13. Разворачиваемся на лицевую сторону. Провязали.
Опять все то же самое проделываем. Первую снимаем, провязываем все петли и одну с боковой спицы добавляем. Так, первую петлю сняла, вяжем все до конца, довязали до последней петли, одну петлю прибавляем, подтянули здесь, развернулись на изнаночную сторону, все то же самое проделываем. Первую снимаем, провязываем оставшиеся петли и добавляем одну петлю, расширяем. Значит, так я буду вязать, я расширю, у меня будет 18 петель, 18. Вы ориентируйтесь по своему размеру 36-37, оставьте 16 петель. Опять же, если нога узкая, также можно оставить 16 петель. Я примерила ширину, у меня на 38 и на 39 нормально прошло, поэтому у меня будет 18. Значит, я расширю сейчас до 18. Далее будем соединять по методу пятки. Все петли соединим до конца, а потом уже перейдем к пятке. Вяжем сейчас, набираем петли, расширяем подошву. После того, как расширили подошву, продолжаем вязание. Теперь последнюю петлю мы соединяем с петлей с боковой спицы, 2 петли провязываем вместе. По изнаночной стороне соединила лицевой петлей, провязала вместе, развернулась на лицевую сторону. Опять первую петлю я снимаю. Оставшиеся все петли провязываю лицевыми. И в конце ряда 2 петли провяжу вместе. Одну кромочную, одну петлю с боковой спицы. Довязываем до конца. Довязали до последней петли. Последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе я провязываю лицевой по лицевой стороне, подтянула, нить у меня остается за работой, и продолжаю вязать и соединяю боковые петли. Первую сняла, вяжу все лицевыми и боковые петли соединяем. Значит, сейчас соединим все петли до конца. В конце подошвы я к вам вернусь. Перейдем на пятку. Вяжем петли подошвы, соединяем по 2 вместе. Закончили вязать подошву. Вот такой вот следок у нас получается. Подошва вот у меня такая. Теперь довязала я до конца. Далее переходим к пятке. Как я буду вязать пятку? Значит, здесь есть несколько вариантов, как можно закрыть пятку. Пятка у меня будет на 14 петлях. Подошва у меня сейчас 18. Значит, лишние 4 петли по 2 с краю нам нужно убрать. Можно сразу вот в конце, не довязывая пару рядов, в начале, в конце ряда эти петли убавить и перейти сразу соединять петли подошвы. Я сделаю по-другому. Я сейчас наберу по боковым сторонам петли, провяжу, потом вот эти вот лишние по 2 петли я возьму на боковые стороны. Вот так вот я сделаю. Значит, сейчас под каждой дужкой набираю вот здесь петли. У меня получится 18 петель. Если у вас ширина была меньше, больше, то количество может на 1-2 разница быть. Ввожу крючок под 2 дужки, захватываю ниточку, набираю петельку. Наберу петли и обратно по лицевой стороне провяжу, вернусь их все изнаночными петлями. Потом провяжу петли подошвы и также наберу на второй стороне. Набрали петли, теперь провязываем все изнаночными. Петли подошвы также, как мы вязали лицевыми, провязываю и набираю на второй стороне. Значит, провяжем сейчас вот эти вот 2 спицы. Так, провязываю петли подошвы. Здесь у меня в конце осталась одна петля не закрытая, я ее закрыла
И теперь продолжаю набирать на второй стороне. Все то же самое. Ввела крючок, захватила ниточку, набрала. Ввела крючок, нить захватила, набрала. Наберу петли и по изнаночной стороне провяжу все лицевыми. И далее будем закрывать пятку. Набрали на второй половине. Теперь переходим на изнаночную сторону, провязываем лицевыми. Значит, давайте сейчас сразу вот по 2 петли оставим посередине 14. И по 2 петли я сразу перенесу на боковые спицы. 1, 2 сбросила на эту спицу и на вот эту вот спицу. И все, у меня на пятку осталось 14 петель. Вот так вот. Значит, здесь у меня было 18, получилось 20. Сейчас я еще по одной убавлю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Все. Так, перешли на изнанку. Провязываем лицевыми петлями. И петли подошвы лицевыми. И последнюю петлю мы сейчас сразу будем соединять с петлей с боковой спицы. Так, первую снимаю. Здесь вот этот вот узел надо... Провязываю все лицевыми. Вяжем петли боковой спицы и петли подошвы провязываем лицевыми. Провязала петли подошвы, последняя петля и петля с боковой спицы, 2 вместе провязываю точно так, как вязали подошву. Соединяем боковые петли, соединила. Теперь развернулась на лицевую сторону, первую снимаю, оставшиеся петли провязываю лицевыми и последнюю петлю соединяю. Вяжем до конца. Довязала до последней петли, последняя петля и петля с боковой спицы, 2 вместе соединяю, соединила. Так, все. Опять перешли на изнаночную сторону, первую снимаем, довязываю петли до последней, и здесь один раз я сделаю, соединю вот не 2 петли вместе, а 3. Это всего лишь один раз я сделаю. Получится у меня 19 петель высота пятки. Вот. Одна петля с подошвы, с пятки, то есть, и 2 петли с боковой спицы провязала вместе один раз. Далее по 2 петли буду соединять, подтянула. Все, перехожу на лицевую сторону, опять первую снимаю, провязываю все, и также в этом ряду убавлю сразу 2 петли вместе провяжу. Значит, довязываем до конца. Так, последняя петля у меня осталась. И 2 петли с боковой спицы провязала вместе. Все, далее продолжаем вязать, как обычно, закрываем по 2 петли до самого конца. Значит, в конце, что я сделаю еще? Сейчас скажу, то сколько у вас заморочек. Ну, так хорошо сидит тогда на ноге. Где-то убавили, где-то прибавили. Все, далее продолжаем вязать, закрываем по 2 петли. Пришла опять в конец ряда. 1 петля, последняя кромочная, 1 петля с боковой спицы, 2 вместе, подтянули, 2 вместе закрыли, сняли и продолжаем вяжем, закрываем пятку, не довязывая 6 петель. Я что сделаю? Вот смотрите, у меня будут такие вот убавки кверху. Я вот здесь, мне нужно заузить пяточку, вот кверху я убавлю до 8 петель, там я к вам вернусь потом, чтобы не был сильно широкий верх. Если вы вязали маленький размер, то этого делать, думаю, не нужно. Ну вот я вот часто-густо вот убавляю кверху, заушиваю. Это лучшая посадка на ногу получается. Значит, сейчас что мы делаем? Довязываем петли и в конце немножечко убавим. Вяжем. Продолжаю я, довязываю пятку, закрываю петли. Осталось у меня вот 6 петель на спице. Теперь, как я говорила уже ранее, я сделаю немножечко убавки. Первую снимаю, следующие 2 петли провязываю вместе, одну убавила и также убавлю в конце ряда. Довязываю до конца.
Так, осталось 3 петли. 2 петли провязываю вместе и кромочную соединяю. Все, соединила. Далее изнаночный, лицевой, изнаночный провяжу без изменений и опять сделаю убавки. У меня останется 8 петель. Так, первую сняла. Все, провязываю, закрываю оставшиеся петли, довяжу пятку до конца, закрою петли и будем делать обвязку верха резинкой. Закончили вязать пятку. Вот такой вот следок получился. Пяточка. Теперь закрыли все петли. Далее средние, вот у нас были 4 петли, я их взяла на спицу. Сейчас мы наберем по всему верху петли. Эти 4 петли провяжем. Значит, я наберу петли на спице номер 2,5. У меня будет 64 петли. Первый ряд я провяжу все петли изнаночными, а далее перейду к резинке. Резинка будет у меня 1 на 1, одна лицевая, одна изнаночная. Так, набираем петли. Набрала петли по боковой стороне. Теперь передние вот эти вот петли провязываю. Вот здесь, чтобы не было дырочки, она может образоваться. Можно вот так вот поднять одну петлю и провязать их 2 вместе. Плотно подтянуть. Так, оставшиеся петли провязываю лицевыми. И точно так же здесь вот поднять одну петлю, соединить. Далее продолжаю здесь набирать петли. Все, добираем до конца и один ряд провязываем изнаночными. Набрала петли и первый ряд, как я уже сказала, провязываю все изнаночными. Теперь четное количество петель у меня 64, еще раз повторю. Далее я вяжу резинкой, 1 лицевая, 1 изнаночная. Высоту я провяжу 15 рядов. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Здесь по кругу вязания, поэтому я вот петлю с-под низу набираю. 1 лицевая, 1 изнаночная, и все так каждый ряд. Единственное, что у меня количество петель большое, можно сказать, размер не маленький. Я внутреннюю часть с 8 ряда буду провязывать спицами на пол номера меньше, номер 2. Ну, это вот когда большое количество петель у меня, я вот так вот делаю. Тогда вот, вот она вот, обвязка это хорошо вот так вот ложится. Так, что делаем теперь? Вяжем резинку. Желаемую высоту у меня будет 15 рядов. Вы можете провязать чуть меньше, чуть больше, в зависимости, какую высоту вы хотите. Так, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вяжем высоту и потом прикрепим эти отвязанную деталь, прикрепим к слитку. И все будет на этом. Провязала я 15 рядов резинки высоту в сантиметрах. В сантиметрах это будет 4,5, чуть-чуть больше. Теперь выворачиваю на изнаночную сторону. Я уже половину прикрепила. И по изнаночной стороне будем прикреплять. Разровняли. Всю вот эту вот резиночку разровняли. Теперь снимаем одну петлю со спицы. Вот здесь у меня изнаночная сняла, да. Теперь вот у нас проходят поперечные петли. Самый первый наборочный ряд у нас был. Теперь изнаночная она была по лицевой. Значит, по изнаночной стороне, вот смотрим, лицевая она проходит. И прям петля в петлю поднимаю петельку.
И привязываю. Раз протянула, еще раз протянула. Дальше все то же самое. Теперь лицевую сняла. По изнаночной стороне смотрю, она вот как изнаночная проходит. И как раз вот напротив, петля в петлю присоединяю. Подняла одну тушку. Один раз ниточку протянула и второй раз ниточку протянула. Так присоединим все петли к слитку. И на этом будет сегодня все. Еще раз подняла одну и присоединили. Все, заканчиваем. А я на этом буду с вами сегодня прощаться. Всем спасибо за просмотр, за оставленные лайки, комментарии. Вы так мне поддерживаете канал. Всем легких петелек. Пока-пока, до новых встреч.